проиграна ли или нет информационная война. Нет. Вот это был первый случай, когда мы не проиграли информационную войну. Мы проиграли ее в 90-х, когда общество потребления завладело всеми нашими чувствами, и мы стали думать животом, а не головой, и не сердцем. И именно тогда в российское общество вошли те самые фильмы, о которых говорил Владимир Валентинович, относительно того, что хорошо жить, когда жить хорошо. И не надо думать о том, что эту жизнь нужно строить своими руками, а все придет и все возникнет само собой. Лучше, если кто-то поможет это сделать. Это психология, которая позволяет управлять обществом извне. Вот, собственно, и цель информационной войны состоит в том, чтобы размягчить мозги общества таким образом, чтобы можно было управлять извне. На этом построена, собственно, индустрия Голливуда. Она проводит сознательно мысль о том, что без Америки мир просто рухнет. Это нормально с той точки зрения, что это надо просто понимать. Вообще, законы информационной войны чем хороши, если понимать их, то все информационные атаки, которые производятся на наше с вами видение, мироощущение, они не действуют. Вот точно так же российское руководство, никак не реагируя на те странные картины, которые рисовало грузинское руководство, американское руководство и так далее, то, что мы называли проигрышем в информационной войне, оно просто выжидало, потому что время все расставило по своим местам. И те же самые европейцы, которые находились в каком-то умопомрачении относительно грузинской войны, мои французские друзья убеждали меня, зачем вы напали на Грузию? Я просто стиснул зубы и молчал, потому что я понимал, придет время, они сами поймут, что не мы нападали на Грузию. И ни в коем случае мы не хотели никого присоединять, потому что если бы такая цель была, мы бы просто взяли Тбилиси. А этого не произошло. Произошла войсковая операция, которая сбалансированно показала место России в регионе, расставила все акценты, и в этот раз не было сделано ни одной, ни военной, ни информационной ошибки. Почему создалось впечатление, что мы войну проиграли? Наши ресурсы гораздо меньше, чем ресурсы американцев и европейцев, медиаресурсы. Они сумели создать виртуальную картину, в которой мы выглядели злодеями. Потом она рассеялась как дым, потому что правда всегда проступает. Точки над «и» были расставлены просто с течением времени. Поэтому я в корне не согласен с тем, что политика априори грязная, это стереотип. И в корне не согласен с тем, что информационную войну мы проиграли. А фильм – это всего лишь подтверждение, доказательство для потомков, что эта война была справедливой. Я на самом деле позволю себе не согласиться с Алексеем по поводу того, что время расставило все на свои места. Дело в том, что в ноябре 2008 года меня пригласили в Лондон выступить на известном и известном и очень важном для каждого военного журналиста клубе, он называется Frontline Club, где собрались представители различных британских СМИ, около 50 человек. И вот по их вопросам я понял, что у них настолько зашорено сознание, они для себя выводы сделали именно в первые дни войны, именно вот в эти 5 дней. Да, там был какой-то прорыв, когда после моего выступления, после того, как я ответил на все вопросы, а вопросы были, зачем, значит, вы отправили в Грузию 800 танков? Я говорю, дамы и господа, в 58-й армии никогда не было такого количества танков, это правда. Ну и вот такого уровня вопросы, то есть по репортажам CNN, BBC, они все сделали свои выводы и не собирались менять свою точку зрения. Единственное, что подошла потом ко мне молодая девушка, которая работает на BBC, сказала, что в те дни они называли CNN Саакашвили ТВ, и извинилась за то, что вот они на BBC тоже были крайне предвзяты. При этом мне непонятно, что мешало руководству Российской Федерации точно так же комментировать первые дни войны в эти первые дни войны, потому что мы помним, что первое интервью Дмитрий Медведев дал спустя, по-моему, месяц после этой войны, или даже после признания уже независимости Южной Осетии и Абхазии. Я не думаю, что CNN или BBC отказали бы в эфире президенту России или премьер-министру России, и в этом смысле мы все-таки войну проиграли, потому что в сознании людей остались те репортажи, те газетные публикации, которые шли именно сгоряча, да, с пылу с жару. Поэтому, ну вот, повезло вам с вашими французскими друзьями, ну, мне тоже повезло с некоторыми моими иностранными друзьями, которых я смог убедить, да, в том, что не все так черно-бело на самом деле.
Ну, более того, давайте вспомним, что на BBC появился фильм по результатам расследования журнала «Шпигель», который первый, наверное, из западной прессы выступил в защиту российской версии событий в Южной Осетии. По результатам, значит, вот этой публикации, там, по-моему, серия была из 5 публикаций, был создан фильм на BBC, который тоже, он хоть и не поддерживал российскую точку зрения, но и как бы не поддерживал чисто грузинскую точку зрения. Вот. А что касается фильма и нашей темы, ну, политика, что такое политика в отношении фильма? Ну, мне кажется, когда фильм запрещают к прокату из-за того, что там отображена действительность, которая не нравится властям этой страны, ну, это политика. Когда на экраны выходит такая мерзотнейшая грузино-американская вещь, как «5 дней в августе», от которой ну, тошнит просто. Вот. Это пропаганда махровейшая, это политика. Когда выходит российский фильм документальный «Война 08-08-08», ну это тоже политика и пропаганда, давайте будем откровенны. Даже когда выходит на экраны фильм «Олимпус Инферно», который я начал смотреть только из-за того, что к сценарию этого фильма имел отношение мой друг, военный корреспондент Первого канала Антон Степаненко. Вот он пытался весь этот фильм уберечь себя и зрителей от срывания вот в этот пропагандистский элемент. Ну, в итоге в конце все-таки сорвался. И когда я сел смотреть в августе 8-го, я тоже очень боялся, что все это сорвется вот не в пропаганду в хорошем смысле слова, да, мы можем пропагандировать здоровый образ жизни, мы можем пропагандировать какие-то семейные ценности и так далее. Я боялся, что он сорвется в махровый пропагандизм. Я, естественно, не ожидал от этого фильма, что это будет, я не знаю, «Тонкая красная линия» или «Апокалипсис сегодня», или даже, я не знаю, «Повелитель бурь», да. Но, тем не менее, я сел смотреть этот фильм, зная, что военным консультантом там выступал человек, которого я хорошо знаю, герой России Алексей Ухватов, прототип главного героя. Я знал, что там будет прототип человека, который спас мне жизнь, да, герой России посмертно, Денис Ветчинов. Поэтому у меня, конечно, свой личный и субъективный взгляд на эту картину. Я человек простой, я в искусстве понимаю не очень много. Я военный журналист, военный репортер, и когда я еду на войну, я пытаюсь показать ее, ну вот не как виртуальные, да, цифры, там столько-то погибло, столько ранено. Я пытаюсь показать людей, которые в этой войне участвуют. И по мере сил и возможностей мне это удается. Даже после войны я осенью того же года съездил в Грузию и сделал материал о грузинском военнослужащем, который был ранен в той же засаде. И когда я сел смотреть фильм, вот Джаник сказал, что кино стареет быстрее книг, да, газета стареет еще быстрее, чем кино. Для меня всегда важно, чтобы герои моих публикаций, они жили как можно дольше, потому что, ну, это простые люди, такие же, как мы с вами, выполняющие очень сложную работу. И, как мне кажется, фильм Джаника Файзеева, он продлил жизнь героев, о которых я писал. Ну, немногие, конечно, знают, и это я, посмотрев этот фильм, увидел там обстрел колонны, это реальная история, это обстрел нашей штабной колонны. Даже герой-танкист Яша – это реальный человек с его реальными поступками. Этот разведчик, который со своим взводом Леша Ухватов вытащил с миротворческого батальона более 100 мирных граждан и, по-моему, 300 человек наших миротворцев, которых уже просто сравнивали там с землей грузинские танки. Это все реальные подвиги. И слава богу, что не написано, что фильм основан на реальных событиях, как это было с 9-й ротой, и многие потом плевались, потому что, ну, на самом деле 9-я рота выжила практически в полном составе, там, по-моему, 3 или 4 были погибших. Это была единственная, по-моему, претензия к фильму Федора Бондарчука, да. Здесь вот этого нет, слава богу, и показан подвиг этих людей, реальные события отражены реалистично, и видно работа военного консультанта, потому что не было, знаете, этих гранат, которые, я не знаю, называю вандамки или сигалки, да, когда кидаешь гранату и происходит ядерный взрыв. Все четко, как, почти как на самом деле, да. Ну да, трассеров слишком много днем. Ну, неточности любой человек найдет неточности. Вылетели из Москвы на самолете одной авиакомпании, прилетели другой. Вот у меня вот друг, который Юра Снегирев, военкор российской газеты, который смотрел этот фильм, и мне в Фейсбуке комментарий за комментарием пишет: а вот этого не было, а вот этого не было. Я говорю: Юра, роботы-то хоть правильно отображены? Вот.
Надо воспринимать этот фильм как нормальный художественный фильм, который не свалился в махровую пропаганду, и более того, он пропагандировал нормальные человеческие ценности. И это видно даже по концовке фильма, где меня приятно удивила концовка, где грузинские военнослужащие были показаны по-человечески. То есть это же тоже люди, и все убитые там грузины, у них свои маленькие человеческие трагедии. Я приехал к этому парню, который меня закидывал гранатами, да, который сам сейчас остался хромой на всю жизнь. Вот это трагедия молодого поколения грузинского, для которого вот эта война, которая была залита кровью и солнцем, она вот так и осталась для него черно-белая. И это результат как раз вот таких вот махровых фильмов, как «5 дней в августе».